Всем привет! Меня зовут Александр Овечкин. Но для друзей я просто Оля. Когда я закончу с карьерой хоккеиста, мне нужно будет искать для себя новый вызов. И, возможно, я даже поменяю профессию. А помогать мне в этом будут мои звездные друзья. На связи Сергей Бурунов. Здравствуйте. Зачем ты хочешь убить меня? Алло? Серега, привет. Тут такое дело. Я вот думаю поменять профессию. Я так прикинул, посмотрел, спортсмены в кино снимаются. Тоже думаю стать актером. Сань, ну без учебы-то в нашем ремесле вообще никуда. Многое нужно освоить и учиться. Лет 5 минимум. Понял. У меня есть день. Ну, это невозможно. Какой день? У меня сезон хоккея начинается. Поможешь другу? Ну, ладно, хорошо. Фу. Ну, вы слышали, как он слово «друг» сказал? После этого я его врагом, честно признаюсь, становиться не хочу. Я боюсь. Ну, Александр Михайлович, мы с тобой находимся в кузнице актерских кадров. Альма-матер актерского мастерства. Именно отсюда выпускают звезд драматического театра и кино, артистов. Это театральный институт имени Бориса Васильевича Щукина. Именно здесь из тебя сделают актера за один день. Все так серьезно? 38 не поздно начинать? Слушай, да не переживай, у меня-то на самом деле вообще ближе к 40 все начало получаться, так что… А как думаешь, я комедийный или драматический актер? Ну, я думаю, что драматический. Ну да, драматический. Ты понимаешь, какая штука? Мне кажется, при твоих данных ты можешь сыграть все. Вот я талантливый человек, ты тоже талантливый человек. А талантливый человек талантлив во всем, да? Да. Ну, как я ему должен был это сказать? Скажите мне, пожалуйста. Хреновый ты артист, Саша, хреновый! Так, что ли? Как я ему это скажу? Слушай, а времени точно хватит? В принципе, меня здесь уважают. Здесь даже мой овал лица там на доске выпускников висит. Вот. Поэтому я тут по блату договорился. Мы проведем тебя через определенные этапы обучения, ну так, экспрессом. Вот. И ты в итоге сдашь выпускной экзамен по актерскому мастерству. Все. Круто. Серега сказал, что будет выпускной. В школе 11 лет потребовалось, а так сразу. Мне уже нравится быть актером. Ну что ж, Саш, я тебя хочу познакомить с прекрасным человеком, с замечательной женщиной. Людмила Сергеевна Ворошилова, доцент кафедры актерского мастерства, которая была у меня педагогом. Ну, я всех своих учеников помню. А Сережку еще с волосами. И он был очень худенький. Она нам сейчас поможет провести некую актерскую разминку, точнее, размять наш речевой аппарат. Хорошо. Это как перед тренировкой, вот вы разминаетесь, у нас вот то же самое. У него надо учиться Да вообще. ладно? Да. Ну, честно признаюсь, я во время учебы я ненавидел эту разминку. Покажи. Вот. Вот. И не делал никогда ее. Я вас просто хочу предупредить, что без субтитров вы здесь ничего не поймете. Живнее так, воли больше, да? У быка была губа, Губ. была жопа. Ну, я сразу поняла, что не скажет он эти скороговорки. Сейчас Чтобы у меня разогрелась, да. сюрприз. Спортивные скороговорки. Ой, это серьезно сейчас, я прошу. Бросок безупречный был быстрым, но блокировка блокировала бросок чисто. Я не понимаю просто, с кем он там соревнуется в этой Америке. Кто-то как будто, знаете, плюнул вот так на карточку буквами. Если бы я за его клуб играл, я бы месяц это пытался выговорить бы. И не выговорил бы. Александр Николаевич, прошу.
Бостон Брюинс был близко. Вашингтон Кэпитал блокировал близко. Бросок безупречен был быстрым, но блокировка блокировала бросок чисел. На хоккейных скороговорках должно было стать легче. Ты Пингвин хоккеизировал, не хоккеизировал. Еще, давай. Но легче не стало. А вот теперь без пробки. Нет. Попробуй А без пробки? Да, давай. Да. Бостон Брюинс буллит бьет быстро. Вашингтон Кэпиталс блокирует броски близко. Бросок безупречным был быстрым, но блокировка блокировала бросок чисто. О, вот. Вот, собственно, ради этого используется вот эта штука. Все 4 года и всю мою жизнь. Странная какая-то разминка, стоим на месте. Ни одной мышцы не размяли. Ну, разминка это легко. Ну, Самое согласен. легкое. Давайте посложнее. Наши любимые, помните, попробуем вот это перекидка эмоций, чтобы он... Давай. Давай грусть. Вот сейчас Сережа перекинет свою эмоцию вам, Александр. А вы поймаете ее и выдадите опять. Давай, Сереж. Грусть. Молодец. Радость. Радость. Это нормально. Молодцы. Страдание. Вспомни, вспомни, да. Ну, вы его видели? Вот что вот эта машина. Он когда даже эмоции бросает в лицо, не побоюсь этого слова, это больно. Молодцы. А ненависть? Возьмите сначала и потом отдайте. Ой, искры летят. Саша, молодец, браво, браво. Оказывается, Есть что-то, да? ненависть, оказывается, самая легкая. А волнение? А как вы же у вас были такие матчи? Когда вы волновались, да-да-да, во, молодцы, во, да-да-да-да-да, хорошо. Вот, значит, а чувство вины? Ну, когда вот не сделал того на матче, что от вас все ждали. Александр Овечкин не забивает этот гол. Какая трагедия. Знаете что? Смех! Еще. Пока я не скажу стоп! Пока я не скажу стоп! Молодцы, Саш. Ну, просто, ну, молодец, да, да. Брат. Какие актерские данные у Александра? Прекрасные. Если у него есть время, 5-6 лет хотя бы на это дело. Вообще этому надо жизнь посвятить. Вообще, да вы это поняли? Да. Да, но у нас один день. Ну, за день этому невозможно научиться. Мы все успеем. Если мне уже на разминке было так тяжело, что там дальше будет? Ну что, Александр Михайлович, как тебе актерская разминка? Не такая легкая, как в хоккее, да? Да, ну что-то чуть непонятно. А что там дальше будет? Дальше у нас сценический бой. Бой? Бой. Бой? Я тебя умоляю, сделай упор на слово «сценический». Бой, это мне нравится. Ну, мне не нравится, что он как-то сразу оживился после слова «бой». Саш, познакомься, пожалуйста, это Андрей Алексеевич Щукин, профессор кафедры пластической выразительности. Он расскажет нам про сценический бой. Андрей Алексеевич, вам слово. Сценический бой. Артистам иногда приходится бить друг друга по физиономии, по разным другим частям тела на сцене. Разные задачи бывают, да? Ну, мне это очень нравится. Саша, это не понадобится, не надо. Ну, я так
На всякий случай капу одел. Вдруг Серега боксер в далеком прошлом. Ну, если бы я знал, что будет дальше, я бы сам эту капу надел. Да. Ну что, начнем? Начнем с пощечины. Пощечина очень простая. Вы берете Сергея за, как это называется? Иногда это называется за грудки, за, вот прям рукой очень внятно. Размахиваетесь, да? И дальше вы бьете. Смотрите, в чем особенность. Мы будем бить под подбородком, бьем по своей собственной руке. Нам важно, чтобы у нас получился такой бильярдный эффект, да? То есть мы этой рукой бьем по своей собственной ладони. Сергей в этот момент реагирует, да? Да. Улетает в эту сторону. Вот и все. Встать надо удобно и от всей души врезать. Желательно не попасть по лицу. Желательно. Попробуйте. Мое лицо, мое богатство. Ага, по своей руке. Мереть можно после таких ударов. А сильней? Я сильнее? Да, вы сильней. А еще сильней. Мой тренер обычно против, чтобы я бил людей. А этот прям за. Круто. Вот это было хорошо, да. А можно мне хотя бы Попробуй. разок я попробую? Ну, естественно. И, конечно, я попросил в ответ его ударить. Я столько стерпел. Ну, а как? Что ты за человек? Александр, чуть резче голова должна улететь. Сейчас у вас получается, что когда он бьет по лицу, поворачивается все тело. Из-за этого ощущение, что у него вот такая рука. У него рука меньше, голова улетает прежде всего. Готов? Спасибо. Вот. Да? Ах ты. А сейчас с вами сделаем удар коленом об голову. Кого бьем коленом? Ну, кого же мы бьем коленом-то? Как вы думаете? Да, это было ничего. Больно? А? Голова-то у тебя большая. Офигеть, у него голова каменная. Послушайте, но даже если он своей головой в мое колено ударит, я недели 3 не смогу ходить и есть, и дышать через трубочку. Сейчас мы попробуем более простую технику. Значит, давайте попробуем за волосы потаскать. Значит, наоборот. Значит, Саша, вас будут таскать за волосы. Ну, Сергей подошел и попросил, чтобы это он таскал за волосы Александра. Ну, такой уважаемый человек просит. Как ему отказать в этом? Ну, конечно, я это предложил, ну, естественно. Ну, вот только представьте себе, ну, во всем медиапространстве везде, там, Сергей Брунов затаскал за волосы обладателя кубка Стэнли Александра Овечкина. Ну, это... Значит, Сережа кладет руку на голову вам. Вы руками берете его руку. И держитесь за его руку. Прямо вот за его руку. Его руку прижимаете к себе. Все. А дальше вы следуете тому, что будет он делать. Таскать он вас будет в разные стороны, наклонять в разные стороны. Ну, то есть развлекаться как хочет. Да? Чем шире, тем веселее. Понятно. Ну ты его об колено. Но он его так бил, я даже не понял, что они поругались, что ли. Среди различных хулиганств есть еще в театре такая штука, когда мы берем какие-то предметы и обрушиваем на оппонента. Я предлагаю поставить финальную точку в нашем коротком, так сказать, знакомстве и сломать об Сергея какой-нибудь предмет. Ну, какой-нибудь, который вам ближе. Ну, клюшка, например. Ну, Александр подошел и попросил сломать о спину Сергея свою клюшку. Ну, такой уважаемый человек просит. Что я мог сделать? Клюшечку надо будет подпилить на всякий случай. Нет, не переживай, я ее так Мы сейчас сломаю. технику оговорим, и все будет хорошо, всё-таки, Сереж. мало ли Давай, что, вставай ну, сюда. Сань. Да, это я предложил, он меня за волосы таскал, а я бы него клюшку сломал. Все справедливо. Как сказать, готов? Не знаю. Ну, ага. Давай. Вот я зарекался себе. Зарекался. Еще раз вот взять трубку и кому-то помогать. Нет. Может, посильнее. Надо клюшку другую. Давайте еще клюшку нам. Тут я, как бы так помягче выразиться, опешил. Вот, потому что клюшек-то у него много, а позвоночник у меня, извините, один. Точно готов? Да, нет, не точно.
честно говоря, в какой-то момент мне уже хотелось уехать. Сань, смотри, одной из сложнейших техник актерских являются слезы. То есть умение быстро, в нужном месте и точно заплакать. Вот. Это целая история. Там должен быть материал, в это состояние нужно войти, там, раскочегарить себя, вот как мы на разминке. Ну, у нас просто времени нет, у нас один день. Вот. Но я не умею плакать. Да, по секрету скажу, я тоже не умею. Мы сейчас используем старый, проверенный метод. Как говорит Джеймс Кэмерон, это работает. Вот, видишь, вот пошла. Да. Я тебя люблю, дорогой. Я тебя тоже, брат. Да нет, слушайте, да это я от умиления плакал. Такой талантливый, и я как-то, не побоюсь этого слова, его раскрыл. Да. Саня, ну смотри, мы подошли к самому главному. Сейчас тебе предстоит выпускной экзамен по актерскому мастерству, на котором тебе нужно будет сыграть главную роль. Ну, предположим, там, из классического произведения, из любого. У тебя есть любимое классическое произведение? Какое? Бэтмен. Какой Бэтмен? Бэтмен. Бэтмен на сцене легендарного Высшего театрального института имени Бориса Васильевича Щукина. Эти стены помнят многое, и много кого, и тут место намоленное, что называется. Но Бэтмен здесь, этого не может быть. Не может этого быть, этого не может, этого не будет никогда, никогда, никакого Бэтмена. Не будет. С головы начинать нельзя, а то жертва сразу теряется. Не успевает ничего понять. Тебе нужен я. Я здесь. Я хотел знать, что ты сделаешь. Ты разочаровал меня. Ты дал 5 умереть. Затем позвонил Денту занять твое место. Даже для таких, как я, это жестко. Где Дент? Эти идиоты из мафии хотят убрать тебя, чтобы прошлое вернуть. Но я знаю правду. Ситуация необратима. И все изменилось навсегда. Зачем ты хочешь убить меня? Ха-ха-ха. Я не хочу убивать тебя. Ха-ха-ха. Что я без тебя буду делать? Снова обворовывать мафию? Нет, нет, нет. Ты выполняешь меня. Ты тварь, убивающая за деньги. Говоришь, как все. Ты не такой, хотя и хочешь им быть. Где детонатор? Возможно, мы стали свидетелями новой эпохи. Бэтмен на сцене Щукинского театрального института. Мне сдать диплом, да, Андрей Алексеевич? У меня для вас есть сюрприз. Вот так вот. Раз, и другой человек. На связи Сергей Бурунов. Здравствуйте. Да. Фу. Ну, послушайте, давайте будем честны. Александр Михайлович великий, целеустремленный, мощный, неординарный, волевой, прекрасный спортсмен. Но не актер. Поэтому здесь не тот случай, мне кажется, когда талантливый человек талантлив во всем. Извините. Ну вот и закончилась моя карьера актера. Я попытался. Но, наверное, это не мое. Я же не в футбол играю, а в хоккей все-таки. Тяжело притворяться, все эти репетиции, слова запоминать. Буду пробовать что-то другое. Напишите в комментариях, какую профессию освоить в следующий раз. Тот, чей вариант мне понравится больше всего, получит джерси с моим автографом. Круто. Снято. Как же все чешется, боже мой. Спасибо. Фух.